Всем привет! Сегодня хотел бы пригласить вас на прогулку по одному из самых удивительных исторических объектов Европы. Это крепость Сребногора. Это величественное сооружение, которое расположено в центре Нижней Силезии и является настоящим сокровищем военной архитектуры. Мы отправимся в прошлое, чтобы узнать, как здесь жили солдаты в 18 веке, как велись войны, ну и какие трудности они приносили мирным жителям. Так, мы приехали на паркинг. Отсюда нам где-то сейчас 2 километра в гору. Ну, чем-то похоже, как мы шли на Морское Око в свое время. История крепости началась с прусского короля Фридриха II Великого, по приказу которого она была построена между 1765 и 1777 годами. Строительством руководил знаменитый на то время инженер Карл Людвиг фон Глёден, а весь проект обошелся в колоссальную сумму – более 1,5 миллиона талеров, что на то время было гигантскими деньгами. Процесс строительства на то время занял скромные 12 лет и включал создание целого комплекса фортов, бастионов и других оборонительных сооружений, благодаря чему Сребногора стала одной из самых современных и неприступных крепостей в Европе, которая способна выдержать длительные осады. Хотелось бы узнать ваше мнение. 12 лет это как? Много или мало, учитывая, что это 18 век, не было ни современных подъемных кранов, ни автомобилей грузовых. Все делалось вручную. То есть сама крепость расположена на горе. Все строительные материалы доставлялись с помощью, в лучшем случае, лошадей. В худшем люди несли это все в руках на себя. Напишите ваше мнение в комментариях. Однако интересен тот факт, что при строительстве крепости на то время использовались взрывные работы. Холм, который имеет острый пик, вершина его была взорвана, и дальше на этом месте уже была выстроена крепость. Срезаем верхушку холма, получаем плоское пространство, и там уже начинаем строительство. Сейчас давайте поговорим немного о жизни солдат в 18 веке. Молодого человека забирают в армию на лет 20, это минимум. Это означало, что он в принципе никогда не вернется из армии, больше не увидит ни своих ни родных, ни близких. Они жили все в тесных, холодных казармах, зачастую даже без должного отопления и минимальными удобствами. В одной комнате могли проживать до 10 человек, а то и более. Спали они на грубых деревянных нарах. Очень важно понимать, что, опять же, у простых солдат условия были спартанскими. У сержантов там получше уже более высокие этажи, где могла стоять такая небольшая печка. У офицеров уже отдельное помещение. Градация она прослеживалась очень сильно. Заработок на тот момент был крайне скромным, там всего около 8-12 талеров в месяц. То есть, если сравнить на сегодняшнее время, то за 1 талер можно было купить всего 3 килограмма хлеба, ну или там пару обуви, которая могла прослужить несколько месяцев. И даже этих средств было недостаточно для какой-то комфортной жизни. И многие солдаты полагались на грабежи или какие-то дополнительные заработки. Ну, также не стоит забывать, что так или иначе все люди болеют, и в 18 веке солдаты часто страдали от болезней, которые были не менее, а даже более опасны, чем сами битвы. Основными угрозами на то время были дизентерия, тиф и цинга. Плохие санитарные условия в казармах, нехватка медицинских знаний у врачей только усугубляли ситуацию. Нужно понимать, что медицина того времени была очень далека от современных стандартов. Лечение ограничивалось максимум кровопусканием, травами и примитивными хирургическими процедурами. В большинстве случаев болезни просто пытались вылечить покоем и обильным питьем. Одной из особенностей Сребногоры было то, что она имела свою собственную болезнь, и никто не знал, откуда она происходит. Было много крепостей, у всех плюс-минус стандартная картина, но в Сребногоре было то, что у солдат было специфическое заболевание именно в этой крепости. Причем близлежащие городки, жители близлежащих деревень, они страдали этой болезнью, то есть именно защитники крепости. Многие связывают того, что, судя из названия самой крепости, здесь были залежи олова вперемешку с серебром. Сама руда была такого беловатого оттенка и использовалась в качестве
лечения обезболивающего на тот момент при хирургических вмешательствах. Но опять же, при хирургических вмешательствах это обычно были просто ампутации. Выживал очень малый процент солдат. То есть мы опять приходим к тому, что человек, который ушел служить, которого забрали служить на 20 лет, он мало имел шансов вернуться домой живым, здоровым. А сейчас мы подходим к самым интересным моментам. Это дисциплина в армии 18 века. Нужно понимать, что на тот момент она была жесткой и строгой. Малейшее нарушение правил могло привести к суровым наказаниям. Например, за дезертирство или неподчинение солдат могли подвергнуть телесным наказаниям, таким как порка или нахождение в карцере. Такая тесная и холодная камера. Более серьезные преступления, такие как мятеж или шпионаж, наказывались смертной казнью. Иногда наказания были публичными, чтобы устрашить остальных. Это было частью системы поддержания дисциплины и контроля над солдатами, чтобы они оставались верными своему долгу и даже в тяжелых условиях. Есть один момент. То есть, если солдату была назначена порка, ни при каких обстоятельствах никто не имел права трогать лицо солдата. Почему? Потому что лицо солдата являлось собственностью короля, а покушение на собственность короля наказывалось как? Правильно. Теперь давайте немножко поговорим о мирном населении. Нужно понимать, что любая война – это в первую очередь беда для обычных людей. Войны того времени разрушали не только армии, но и судьбы обычных мирных жителей. Осады, сражения часто приводили к грабежам и окрестных деревень и городов. Армии нуждались в продовольствии, солдаты в принципе не стеснялись отбирать его у мирного населения. Причем отбирали как и захватчики, так и свои. То есть для местных жителей это означало потерю имущества, средств к существованию, даже жизни. В результате грабежей целые семьи оставались без крыши над головой, а разрушенные деревни надолго превращались в руины. Мне интересно, есть люди, которые в принципе мечтают оказаться в то время, у которых есть романтика на тему армии того времени. Вот если после всего этого услышанного спросить, хотел бы ли человек оказаться на месте обычного солдата, пускай даже сержанта в армии короля, пошел бы он сейчас, учитывая все вышеперечисленное? Напишите в своих комментариях, как вы на это смотрите. Хотели бы вы попробовать жизнь, настоящую жизнь, 20 лет в армии, без возможности создать семью, увидеть своих родителей, родственников, либо нет? Сейчас немножко исторической справки. В 1807 году крепость выдержала свое первое боевое крещение, когда войска Наполеона под командованием его младшего брата атаковали ее. На то время гарнизон состоял из 3700 солдат, а запасы продовольствия и воды позволяли выдержать осаду до 12 месяцев. Несмотря на интенсивные обстрелы, крепость выдержала осаду. Ее защитники смогли продержаться благодаря хорошо организованным складам продовольствия и амуниции. Окончательное прекращение боевых действий наступило после перемирия, которое было заключено в Тильзите. На сегодняшний день крепость Рабнагур – это важнейший культурный объект, туристическая достопримечательность Нижней Силезии. В 2004 году она получила статус памятника истории, и в наши дни туристов встречают гиды в форме солдат 18 века, которые рассказывают о непростой истории крепости и ее жителях. Крепость – это не только исторический памятник, это прежде всего место, где переплелись судьбы тысяч солдат, мирных жителей и целых поколений. Каждый камень здесь хранит свою историю, и сегодня мы можем прикоснуться к этой истории, стоя на месте великих сражений. Спасибо, что посмотрели это видео. И не забываем подписываться, оставлять свои комментарии. Расскажите о том, какие исторические места вы хотели бы увидеть в следующих выпусках. Также оставьте свои комментарии, как вам такой формат ролика, что бы вы хотели улучшить, что было бы вам интересно. Ну и до новых встреч!